Привет, BTS и RMY. Наконец-то настал долгожданный день. Две самые большие звезды BTS, Чингук и Тэхён, попрощаются со своей военной формой. Этот трогательный момент не только знаменует конец их службы, но и открывает новую главу, которую давно ждали миллионы BTS и RMY по всему миру. Последние 18 месяцев военное подразделение было молчаливым свидетелем их близости и борьбы. В своей зеленой форме эти двое не просто айдолы, но и настоящие солдаты. И когда настал день увольнения, их последнее объятие на тренировочном поле заставило мир замолчать, а BTS и RMY заплакали. Последние дни в военном подразделении и с тех пор, как они впервые ступили на военный учебный лагерь, мир был шокирован тем фактом, что двум вокалистам BTS приходится жить вдали от сцены, прожекторов и радостных криков фанатов. Однако за стенами военного подразделения они открыли для себя другую сторону себя, сторону, которая никогда не была раскрыта раньше. Согласно военному источнику, цитируемому The Korea Herald, Чингук и Тэхён известны как дисциплинированные солдаты, которые всегда приносят тепло в свое подразделение. Они никогда не жаловались, всегда усердно работали и даже часто развлекали нас песнями по ночам, сказал солдат, не пожелавший называть своего имени. Видео, которое стало вирусным в социальных сетях, показало, как Чингук и Тэхён стоят посреди поля, в последний раз одетые в свою форму. Их глаза наполнились слезами, прежде чем они, наконец, крепко обнялись. Несколько солдат опустили головы, не в силах сдержать эмоции. Они были как братья. Чингук всегда выглядел сильным, но в тот день он заплакал, сказал один из инструкторов. В официальном заявлении Big Hit Music говорится: «Мы очень гордимся преданностью и стойкостью Чингука и Тэхёна во время их военной службы. Теперь им пора вернуться в мир музыки и встретиться с RMY BTS, которые преданно ждали». Но главный вопрос в том, когда они вернутся на сцену. Скоро ли BTS полностью вернутся или сначала будут сольные проекты? Военная служба Чингука и Тэхёна – самое большое испытание на преданность для BTS и RMY. 18 месяцев преданные фанаты ждали без выступлений, без прямого взаимодействия. Но терпение окупилось. На YouTube BTS и RMY из Бразилии написал: «Я плакала, смотря их видео. Они столько всего пережили вместе, а теперь возвращаются домой или к BTS и RMY». За их дисциплиной скрывались также моменты уязвимости и смысла. Солдат рассказал, что однажды ночью он увидел Чингука, Чимина и Тэхёна, сидящих в углу казармы и тихо разговаривающих с усталыми глазами. Иногда они были просто тихими, но между ними можно было почувствовать крепкую связь. День увольнения был особенно эмоциональным не только для Чингука, Чимина и Тэхёна, но и для их товарищей по оружию. Многие дарили письма и небольшие подарки на память. Снаружи они большие артисты, но здесь они очень значимые друзья, сказал солдат дрожащим голосом. Тем временем за пределами военных стен RMY BTS по всему миру подготовили грандиозный прием. Начали осуществляться такие фан-проекты, как глобальные хэштеги, благотворительные мероприятия и флешмобы. Рекламные щиты в Сеуле и других крупных городах заполнены сообщениями «Добро пожаловать обратно, наши герои». Но за эйфорией многие спрашивают, что на самом деле чувствуют Чингук, Тэхён и Чимин. Они нервничают, взволнованы или грустят из-за того, что расстаются со своими новыми коллегами. Big Hit Music намекнули, что им понадобится время, чтобы адаптироваться, прежде чем вернуться к общественной жизни. И их опыт был очень интенсивным. Мы хотим убедиться, что они физически и морально готовы, прежде чем перейти к следующему этапу, сказал представитель. И появились предположения о возвращении BTS. Хотя официального подтверждения не было, в нескольких сообщениях говорилось, что начались переговоры о групповом проекте. Другие участники – RM, Sugar и Hoppy, Jin – продемонстрировали полную поддержку во время их службы Чингуку, Тэхёну и Чимину. Утечка фото даже показала,
как Джин и другие приносят домашнюю еду на тренировочную площадку. Связь BTS остается сильной, несмотря на время и расстояние. Возвращение Чингука и Тэхёна – это не просто конец их военной службы. Это новое начало. Они изменились, больше не молодые люди, впервые надевшие форму, а мужчины, закаленные опытом, дисциплиной и жертвами. Мир изменился за последние 18 месяцев, но дух BTS и RMY остался прежним, если не больше. Когда они вернутся на сцену, будет ли их музыка отражать их военный опыт? Принесут ли они новую энергию? Одно можно сказать наверняка. Их последнее объятие в военном дивизионе – это не конец, это символ долгой истории, которая будет продолжать разворачиваться. Представьте, если бы их последнее объятие заставило нас всех плакать, насколько эпичным было бы их первое объятие с BTS и RMY. Это не просто воссоединение. Это кульминация пути трансформации, того, который сделал двух великих артистов более зрелыми, сильными и глубокими. Они не только отточили свою физическую форму, но и сформировали свои характеры и взгляды на жизнь. Теперь, когда Чингук и Тэхён распахнут свои объятия, не для прощания, а для принятия будущего, мир зарычит. И как всегда, армии BTS будут там, с более громкими криками, более глубокой любовью и непоколебимой преданностью.